В детстве я всегда уходила спать раньше, чем мои родители. Дверь я никогда не закрывала, но ложилась к ней спиной. По утрам оказывалось, что ночью мама тепло укутывала меня и закрывала двери. Так было, пока мне не исполнилось 13 лет, и мы не переехали. В первую же ночь я проснулась от того, что меня никто не укутал, а дверь осталась открытой. Я подумала, что мама считает меня теперь слишком взрослой для таких глупостей, и начала закрывать дверь сама. Несколько недель назад мы с ней говорили уже о моей дочери, которой сейчас 10 лет. Я сказала, что перестала укутывать ее по ночам и спросила, не рано ли, ведь меня перестали укутывать в 13. Мама рассмеялась и сказала, что она перестала это делать, когда мне было 6. Я уточнила, а она ответила, я перестала это делать, когда ты сама начала закрывать дверь в комнату. Когда я училась во втором классе, и каждое утро у нас начиналось с диктанта, набор простых слов. Однажды словила себя на мысли, что учительница повторяет слова, которые я придумываю. Рассказала мальчику, с которым сидела за одной партой. Дошло до того, что я выписывала все слова до начала урока. Одноклассник просто копировал их себе в тетрадь, а учительница просто говорила вслух. Это продолжалось неделю, но мы рассказали еще одной однокласснице, и сразу все прекратилось. Мне подруга рассказывала историю про старое кладбище. Этим летом они с друзьями лет по 16 им выехали куда-то в деревню, сидели на полянке, шашлыки и красота. А девочек в лес потянул, нашли старое кладбище. Девочки перекрестились, а подруга ее не крещенная. Но на тот момент у нее на шее крестик для красоты висел. И когда все переступили порог кладбища, подруга за ними, а у нее крестик этот с шеи падает и ступить дальше не может, будто не пускает что-то. Страх сразу непонятный накатил, а пошевелиться или что-то крикнуть не может. Девочки пошли вперед и не заметили, что с ней происходило, а парни решили следом пойти, распереживались почему-то. Вот парни ее из ступора вывели, потом полночи из шока выводили ее всей компанией. Мне рассказывал брат, что однажды он проснулся ночью, долго не мог уснуть, и, как это обычно бывает, начал прислушиваться к звукам машин и шуму деревьев за окном. И в этот раз он услышал часы. Но у него только одни часы, они стоят рядом с кроватью и не ходят уже несколько дней, забывал купить батарейки. А когда я, говорит, посветил на них телефоном, увидел, что они идут назад. Назад! Он так и не уснул той ночью, а часы выбросил. Пару лет назад мы с сестрой отправились погостить к родственникам в другой город. С собой я взяла сшитый на заказ по моему собственному эскизу костюм, топ и брюки. Спустя пару дней мы решили пойти прогуляться. Пошли с сестрой переодеваться. Я надела тот самый костюм, но сестра посоветовала переодеться в другое, потому что уже было прохладно. И я согласилась. На следующий день я захотела все же надеть тот топ от костюма, но не смогла его найти. Мы перерыли весь дом, но топа нигде не было. Я была дико расстроена. Вернувшись домой, мы с порога рассказали маме, что я потеряла топ. На что мама удивленно заметила, что он лежит в моей комнате на диване с самого нашего отъезда. Она подумала, что я его забыла. Мы с сестрой из прихожей рванули в комнату. Топ действительно лежал на диване. Если бы у меня не было свидетеля в виде сестры, которая видела, что я надеваю именно этот уникальный топ, я бы подумала, что со мной что-то не так. Как он переместился из одного города в другой, остается загадкой. Вечером запустила кота в дом. Сижу, читаю. Шлепает дождь, вода с крыши льется, а в доме тишина. Родители на работе в ночную смену, кот спит, да и я задремала над планшетом. Вдруг стук в окно, потом в дверь. Думаю, что это соседке на ночь глядя понадобилось. Забора у нас нет, шмыгаем друг к другу постоянно. Выхожу на терраску, уже подтягиваю руку к ключу, не поглядев в окно, не зажигая свет перед дверью, и тут понимаю, не надо открывать. Почти вбегаю с терраски в дом, щеколду задвигаю трясущейся рукой, волосы дыбом, мысли в разлет. Позвонила соседке. Тетя Наташ, вы приходили? Да нет, я в постели уже устала. А что случилось? Ничего, ничего, извините, спокойной ночи. А утром перед входной дверью на мокрой земле я увидела следы ног. Большие такие и босые.
Когда я была маленькая, мой отец попал в аварию. Его друг, который был за рулем, погиб на месте. Отца собирали по частям. В больнице он не знал, что друг его погиб, ему ничего не говорили. Недавно отец рассказал, что в больнице ему сон приснился. Как будто бы он идет по полю, тепло, солнышко светит, птички поют, а навстречу идет его друг. Они поздоровались, и друг ему говорит, что он дом новый построил, и отца в гости зовет. Отец видит, посреди поля стоит дом, страшный, черный, неприятный. Они внутрь заходят, а там сумрак, холодно, как в погребе, влажно, стены и пол земляные, как в могиле. Отцу жутко стало. Он говорит другу, что ему не нравится, и говорит, пошли отсюда вместе. А друг его, наоборот, остаться уговаривал. Отец испугался и ушел из дома, а друг остался. И до сих пор удивляюсь, что после этого отец не верит в подобные мистические вещи.